В этом видео поговорим о развитии эндуро в 2022 году. Обсудим инженерные перспективы, которые готовят нам КТМ, ГАЗ-ГАЗ и Husqvarna. Расскажу вам все секретики, что там происходит на китайском рынке мотоциклов и что там с двухтактным мотором, который 300. Да-да-да. Конечно же, поговорим про БЭТ, Шерку и ТМ, что они нам приготовят в 2022 году. В общем, все слухи. И самое важное, ребяточки, про электрический транспорт, который, вероятно, тоже сделает скачок в 2022 году. Все это я расскажу вам в этом видео. И не забывайте подписываться на мой инстаграм, на наш канал. Вот в ближайшее время мы будем разыгрывать вот эту прекрасную напоясную сумку в моем инстаграме. Поэтому спасибо, что смотрите, спасибо, что на канале Все в Эндуро, спасибо, что ездите. Ну а мы начинаем. В 2022 году мы с Павлухой очень много путешествовали и собрали большое количество друзей и инсайдеров, которые с удовольствием делятся с нами информацией. И вот совсем недавно мы созвонились с таким, и он мне говорит: Васильевич, а знаешь ли ты, что нас ждет в 2022 году значительное обновление от компании КТМ, Husqvarna и ГАЗ-ГАЗ? И я говорю: слушай, ну я видел в Романьяке, что у них были принципиально другие мотоциклы, закамуфлированные под то, что продается в магазине. Он говорит: ты абсолютно прав. И вот, наверное, то, с чего хочется начать. Производители мотоциклов очень стараются уменьшить вес наших мотиков, как-то более сделать их сбалансированными, а главное, работают с косяками, которые, в общем-то, тоже есть. Но вот хочется самому себе признаться, что все-таки надежность мотоциклов, она, к сожалению, падает. В конце 2017 по 2020 год все владельцы этих мотоциклов играли в русскую рулетку. Сломается, будут ли задиры или не сломается, искали всякие технические варианты, и все это привело к такому определенному негативу. Все это привело к тому, что выстрелили другие бренды, например, компания Бета, на Шерку стали больше обращать внимание. И в конце концов появился ТМ, тот самый православный. Многие начали покупать Ямаху. Все только потому, что цена и надежность мотоцикла, ну, она значительно, надежность понизилась, а цена повысилась. А еще Husqvarna со своим хрустальным подрамником, потому что все-таки в 2017 году у нас был подрамник не такой хрупкий, как сейчас. И я вот к чему. К тому, что если вы думаете, что парни из Матинхофена не знают об этих всех косячках, то мы с вами заблуждаемся. Наш инсайдер рассказал то, что нас ждет, давайте вместе сейчас позагибаем пальцы, что нас ждет в 2022 году. Первое и самое важное – это новая графика. Второе, конечно, не так важно, но тоже есть, это премикс. Теперь, вроде как в 2022 году, не надо будет заливать масло в горловину, а нужно его просто будет перемешивать, как обычно, в канистре и заливать его в бак. Да, парни вроде как возвращаются назад в прошлое для того, чтобы сделать мотоцикл более надежный, а главное, ребята, добавить лошадиных сил на заднее колесо. Ну и немножко сделать поприятней полку мотора, я имею в виду. Мы все знаем, что перенос форсунок на TPI решает эту проблему, и мы с вами, собственно, получаем фактически то же самое. Я не знаю, как технически будет решена вся эта история, но наш инсайдер сказал, что будет что-то похожее на перенос форсунок. Третье, что нас с вами ждет, это 9-миллиметровая машинка, вероятно, которая появится на КТМ. Да, инсайдеры тоже об этом говорят, о том, что наконец-таки ребята поняли, что все-таки нужна более крутая модуляция на машинке, и машинка должна быть легче. Ну, по крайней мере, все к этому идет. Я представляю, какое огромное количество негатива вызовет эта история у людей, которые занимаются тюнингом для мотоциклов, а именно ручками легкого выжима. Четвертое, это немного изменит геометрию самого райдера. Дело в том, что они постоянно это делают, и если посмотреть хронологию, то изменяют ее, по-моему, с 2012 года. И вот 2022 год тоже нас с вами это ждет. Немножко поменяют наклон подножек и сместят их в какую-то из сторон. Для нас пока это секрет, но прозвучала такая вот прям дословная история. Ну и пятое, мне кажется, один из самых важных моментов. Наконец-таки обратили внимание на вот тот самый подрамник в Husqvarna. Обещают, что сделают его
из каких-то композитных материалов, но не из карбона, и добавит туда какие-то алюминиевые проставки и прочее 5-10, добавит какой-то титановые нити. В общем, все это то, что мы так давно ждали. Короче, в следующем году, в 22-м, и в модельном годе 23-го года, который, вероятно, мы с вами увидим уже летом, нас ждут вот эти 5 изменений. Посмотрим, поживем и вместе с вами будем свидетелями, что конкретно они представят из этого списка. Очень, кстати, интересно. А вот дальше хочется поговорить про компанию Beta. Но подождите, одну секунду, для этого нужно немножко переодеться. Так, мне кажется, гораздо лучше. Последняя новость про КТМ, чуть не забыл. Компания КТМ, опять же, это непроверенные слухи и не стопроцентная информация, готовит новую версию фрирайда. Да, они уже заявляли о том, что они вроде как хотят отказаться от всей этой линейки, но вроде как где-то глубоко в инженерных отделах, в подвалах, они готовят убийцу X-тренера и Beta 200. Не знаю. Информация не проверена, больше ничего сказать про КТМ нечего. Надеюсь, что это так. И в новом году нам все это покажут, и мы будем только счастливы. По крайней мере, у нас появится выбор. Переходим к нашей любимой Бетте. Что же приготовят они? На самом деле информацию про Бету, как обычно, нету. Честно вам должен сказать, вот сколько я не рыскал, не искал, к сожалению, невозможно нарыть никакую инфу, никаких инсайдерских информаций, и звоня нашим дилерам, тем более, они сами ничего не знают, а главное, узнавая даже у Enduro 21, мы с ними хорошо общаемся, и у прочих интересных источников, они говорят: чувак, Бета — это закрытая такая семейная фабрика, которая просто раз выкатывает что-то новенькое и все. Но мы надеемся на то, что компания Beta, кстати, она сделала огромный шаг в 2021 году, и давайте вот прям положа руку на сердце, подтянулась, прям точно. Во-первых, чуть меньше вибраций сделали на новых мотоциклах в 2021 году, но линейки 2022 года. А главное, поставили другое сцепление. И это круто. Дело в том, что оно прям гораздо легче, даже легче, чем, мне кажется, у КТМ. Это приятнее, модуляция очень хорошая. Вот эта вот мощность стала более прогнозированной, что-то там даже с прошивочкой они поигрались. Короче, Бета подтягивается, грубо говоря, потому что, извините меня, новый X-тренер, он просто прекрасен. Поэтому, если Бета откажется в 2022 году от ZF, от своей подвески, и уменьшит вибрацию, то это будет, мне кажется, один из лучших мотоциклов. Это прям значительно еще дальше продвинет Бету на рынок народных мотоциклов, скажем так. Давайте теперь про шерку. Вот про шерочку есть что рассказать. Мало того, что мы прожили вместе с Марио Романом где-то 8-10 дней, а вместе с Марио прилетел теневой кардинал компании Шерка, который точно знает все вот эти процессы изнутри. И первое, что мы задали ему вопрос: Валерию, где мотоциклы? А оказывается, у парней из Шерка прям-таки настоящий кризис производства. Дело в том, что вместе с пандемией встали все заводы, и они просто не могут дособрать, например, те же моторы, части там каких-то подвесок, еще что. Короче, в России не продаются мотоциклы не из-за того, что у нас плохие дилеры, а из-за того, что просто мотоциклов нет. Давайте теперь перейдем к что нас ждет в 2022 году от компании Шерка. Вот вспомним 2020 год, когда они поставили балансировочный вал и сделали двухтактный мотор, одним из лучших. Кстати, парни по мотору делают это прям ого-го-го-го. Все-таки инженеры у Шерки грамотные. А главное, вот те люди, которые владеют этим мотоциклом, они очень хвалят, как он обслуживается и что там с ним делается изнутри. Короче, мотик всегда трушный. Когда мы ездили с Марио очень долго топил за историю о том, что мотоцикл Шерка — это абсолютно честный мотоцикл, в отличие от КТМ, потому что те мотоциклы, которые получают прорайдеры на гонке компании КТМ, абсолютно ничего не имеют общего с теми мотиками, которые продаются в магазине. А вот Шерка делает фактически топовый мод. И, собственно, для того, чтобы ехал Марио на любых соревнованиях или на любых мастер-классах, он иногда переставляет голову S3, ставит золотую. У него есть 3 сиденья, которые он меняет их по высоте, и время от времени распускает подвеску, иногда привозит свою подвеску, а главное, меняет в карбюраторе какие-то иголочки для того, чтобы мотик был более агрессивный. Но все это есть в магазине, вы все это можете купить, в отличие от КТМ. Так что же нас ждет в 2022 году от компании Шерка?
Помимо замены наклеек традиционно, говорят, что парни перейдут на инжектор. Это не самая лучшая новость, например, лично для нас. И, кстати, для Марио тоже, потому что Марио очень сильно топил за то, что карп – это наш все. Карп – это агрессия, карп – это возможности, карп – это тогда, когда ты сам управляешь мотоциклом, а не электроникой. И я, в общем-то, с ним согласен. Мало того, он еще говорил, что типа это супернадежная история. Но тут маленький момент. Мы это все помним, как инженеры компании Шерка бегали за своими сине-салатовыми мотоциклами по Романьяку и пытались их починить в один из дней, когда Марио даже опоздал на старт. Ну, ладно, это, наверное, мелочи, такие истории бывают со всеми. Короче, по Шерке изменят немного геометрию, хотя вот она там прям точно идеальная. Добавят туда TPI и вроде как поработают с теми самыми балансировочными историями. Будет такой мотоцикл почти КТМ, но не КТМ, потому что Шерка немного другая база. Короче, мне кажется, прям обзор Шерки просится, да? Ладно, давайте переходим к более интересным брендам. Так, все, наконец-таки я вернулся в привычную свою одежду и хочу напомнить вам о том, что в моем инстаграме будут в ближайшее время проходить розыгрыши вот этих ништяков. Это у нас вот эта сумочка Юсви, и это не простая сумка, это все-таки гидратор. И вот такие вот трофеи с гонки Sea to Sky. Арафаточка эта штука называется, поэтому welcome, ребята, мой инстаграм вот здесь. Красиво, с подводочкой к китайским мотоциклам. Да, ребята, эти парни сделают настоящий фурор в 2022 году. И готовили они его довольно давно, но давайте сначала по хронологии. В 2021 году год китайского эндуро можно назвать так. Только вперед, только на самые лучшие гонки, доказать всему миру, что мы настоящие крутые парни и мотоциклы у нас надежные. И все у них получилось, действительно, они оказались на Романьяке, они оказались на Sea to Sky, они почти не пропускали ни одну российскую гонку и везде боролись и были настоящими тиграми. Значит, парни из... Это я про Avantis, как вы понимаете. Avantis много инвестирует денег в гонки, много поддерживает наших спортсменов, и не только свою команду. У них есть и по мотокроссу команда, поэтому, слушайте, ну, с огромным уважением компания Avantis за то, что вы делаете. Дима Давидовский и компания Zoom тоже молодцы в 2021 году. Вот Дима открыл целую фабрику вон тут, вот здесь рядом, в Подмосковье, в Подольске, которая производит мотоциклы и пытается уже месяца 4 или 5 делать мотоциклы лучше, чем их делают в Китае. Приходит коробка, он их пересобирает, мы делаем, кстати, про него отдельное видео. И не всегда у него получается это делать хорошо, но мы Диме говорим респект только за то, что он старается и работает над качеством, чтобы продукт все-таки рос. А если продукт растет, то и мы с вами получаем более надежные мотики. Уверен, что сейчас огромное количество комментариев посыпется. Лучше бы он этого не делал. Но, ребяточки, слушайте, хозяин барин, человек хочет расти, и это круто. Дима также побывал на Романьяке, но, конечно, не такой технической базы, как Avantis. Димон вообще такой уникальный человек, он всегда видит, как надо, но не всегда у него получается как надо. Поэтому стрельнул, сказал, выпустил целое видео, что тоже собирает команду на Романьяк, но, к сожалению, из всей команды поехал только он один, и то потому, что мы его немножко подразнили. Димон, ты уж нас прости, но ты, по крайней мере, финишировал Романьяк, с чем мы тебя поздравляем, у Димки яйца-то есть. Теперь компании Кайо. Да, очень много сейчас посыпется комментариев с вопросом, где про Кайо эта информация? Ребята, а знаете ли вы то, что компания Кайо открыла свое КБ по созданию мотоциклов и доработке их? Не знали? А вот я тоже совсем недавно об этом узнал, и то мне рассказали люди, которые там, давайте так, чтобы не спалить людей, которые рядом с ними работают. Значит, парни открыли прям отдельное, вот такое прям вот отдельное, то ли прям целый этаж помещений, вот это все. Значит, сидят, 23 человека, грубо говоря, и, значит, думают над тем, как сделать мотоцикл Кайо еще более крутым. Ребят, окей, ну, мы вам желаем огромных успехов, хотя мотоцикл Кайо и так крайне надежный в нашем понимании, но он создан, мне кажется, все-таки больше в сторону лесных дорожек и поездками за грибами. Поэтому, может, что-то переделают в 2022 году, и мотик станет прям хард-эндуро. Мы знаем точно, что у парней из Кайо огромный потенциал, потому что команда там, которая сейчас работает, очень крутая, и инженеры там действительно очень грамотные.
Поэтому ждем от вас каких-нибудь крутых новинок. Ну а теперь переходим к самому интересному. Ребята, что же нас ждет в 2022 году от компании, от китайских производителей? Ну как? Китайско-русских производителей. В общем так. Парни долго думали и решили. Значит, ну надо же какую-то революцию сделать в конце концов. И, в общем-то, кто-то из них, вот из этой святой троицы, Avantis, не берем, Zoom, Kashine, BRZ и GR, придумали, что надо сделать двухтактный мотор. И кто-то заставил их это сделать. Значит, китайцы взяли 2017 год КТМ, один из лучших моторов, переделали его, собственно, полностью отсканировали, создали производство и начали делать. Но другие хитрые китайцы тоже начали делать. И третьи хитрые китайцы тоже начали это делать. Короче, у нас с вами будет 3 фабрики, которые делают китайские 2T КТМ 2017 года. Вот это прям будет пушечка, согласитесь? Давайте я вам сейчас их перечислю, потому что всю эту китайскую историю довольно сложно запомнить, собственно. Итак, компания Kashine со своим мотором выйдет совсем скоро уже на канале Всевендуро. Мы покажем этот мотор. Буквально завтра он приедет ко мне, чтобы посмотреть. По крайней мере, он сейчас в Москве, и вот его можно прям пощупать, потрогать и убедиться, то ли это или не то ли. Значит, а вы представляете, какая будет, собственно, революция, когда люди, покупая китайский мотоцикл, могут сделать выбор в сторону двухтактного мотора, полноценного, не какой-то там Yamaha Lanza от GR, а прям настоящего мотора. Это ж круто, согласитесь. Скоро нас всех ждут еще дополнительные. Так-то нас китайцы, КТМщиков, олигархов, миллионников угнетают. А что будет потом? Представьте, что ребяточки-то просто возьмут и будут ехать в 2 раза лучше на этих двухтактных 2017 года, за которым мы все гоняемся, настоящих моторов. А? Короче, ладно. Kashine. Значит, есть 3 фабрики. Kashine, Hengzhen и Avantis. Давайте про каждую фабрику, потому что инфа-то есть. Значит, Kashine. Парни, которые очень не любят, когда их критикуют и когда им говорят, как правильно работать. Поэтому и из-за этого качество-то этих моторов не самое лучшее. Давайте вспомним BRZ-ку 150-ку, давайте вспомним не самые удачные моторы, детские всякие. И, короче, Kashine такое себе. Но, может, что-то лучше сделать или еще что-то, или еще как-то. Короче, все чуваки, которые трутся вот в этой всей тусе, считают, что Kashine, ну, такое. Дальше, Hengzhen. Вот Hengzhen говорят, что это прям хороший вариант. И парни, которые делают эти моторы, собственно, культура производства там довольно высока. Там есть стандарты, что для китайцев крайне редкость. И вообще там все очень круто. Значит, Hengzhen будет возить компания GR. И вроде как они сделали тоже эту историю. И в ближайшее время тоже нам всю эту историю покажут. Ну, нам, наверное, навряд ли их дадут. Почему-то, я, кстати, не знаю. Но кто-то точно про них снимет. И когда-то до нас он тоже доберется, этот мотор, чтобы сравнить и вам рассказать. Прям вангую, что будет когда-нибудь такой выпуск, когда мы соберем сразу 3 мотоцикла с одинаковым мотором и будем вам рассказывать, какой из этих мотоциклов круче. Вот, блин, мы же дожили в 2022 год. Короче, значит, Hengzhen, GR, ждем вас, ребяточки, в ближайшее время. Ну и компания Avantis. Да, компания Avantis тоже готовит нам несколько сюрпризов. Про один из них, конечно, рассказывать я не буду, потому что рынок китайцев, я вам должен сказать, это прям настоящая война, холодная война Советского Союза и Америки. Они там сами не знают, слухи, прям вот такая между собой общаются, а когда друг друга спинами поворачиваются, нож в друг друга. Значит, Avantis придумал себе фабрику, но я вам должен сказать, что с ресурсами Avantis они не разглашают, где эта фабрика находится, что это такое, но когда я позвонил Володе Брауну, он мне с огромным удовольствием рассказал, что, Васильевич, фабрика хорошая, качество высокое, и моторы, которые будут у нас, будут проверены всей нашей командой. А мы знаем, что у парней-то, ну так, положа руку на сердце, команда-то мощная, и Володя даже представил, что он возьмет все эти моторы и отправит их куда-нибудь высоко в горы, и будут много тестировать. И вот этим, кстати, компания Avantis немного отличается от других, согласитесь, да? У них есть база, у них есть возможности, у них есть ресурсы, чтобы не торопиться. Это прям круто.
Поэтому мы, конечно, ждем от всех вас эти моторы, и от компании Kashine BRZ, и от Hengjenga GR, и от компании Avantis, которая не разглашает, где именно они будут делать свой мотор. Но фоточки мне уже показывали, за что им, конечно, огромное спасибо. Короче, ребятчики, 2022 год ждет нас, и он уже наступит буквально через месяц, и, вероятно, ребята, он принесет нам вот эти все изменения. Так, спортсмены, я с вами прощаюсь, но хочу вам показать небольшой дайджест новостей, которые мы записали за последнюю неделю. Ну, это такой маленькая традиция, которую мы хотим сделать специально для вас, чтобы вы были в курсе всех эндуро новостей. Поэтому все, ребят, пока. Всем еще раз огромное спасибо. Смотрите дайджест. Вы были на канале Все в Эндуро. Спасибо. Спортсмены, пройдемся по новостям, которые произошли за эту неделю. Ребята, конечно же, мы не могли пропустить такую историю, как ICMA. ICMA — это огромная выставка, которая проходит каждый год в Милане осенью. И вот в этот раз, собственно, было не исключение, в особенности она была после ковидной, все ожидали, что приедет огромное количество брендов, но ее, к сожалению, не посетили такие уважаемые компании, как КТМ, ГАЗ-ГАЗ, Husqvarna, Beta, Sherco. Все они были заняты какими-то другими делами. Но вот, знаете, если бы они там были, мы бы точно не заметили очень интересную новинку, которая нас ждала в этот раз. Маленькая дочерняя компания под названием Моцарелла, Минерелли. Маленькая компания, которая принадлежит Ямахе. И вот, собственно, эти парни создали новый мотор. Да, мотор, который предполагает, что будут ставиться на новую Ямаху, двухтактную, 300-очку, все по православному, как мы с вами любим. Ну а главное, мотор якобы разработан специально для эндуро и хард-эндуро. Мы будем ее ожидать и переходим к следующей новости. А следующая новость про Матюль, потому что эти парни берут и наступают двумя ногами уже на хард-эндуро. Дело в том, что они взяли и провели невероятную гонку, которая прошла в Африке. Назвали они что-то там Матюль, Руф, чего-то там Африка. Но идея в том, что это был 12-часовой хард-эндуро. И выиграл, кстати, Уэнд Янг. Поздравляем, Янг, мы тебя от всей души. Идем к следующей новости. Как бы горько в эту минуту нам бы не было, но Альфредо Гомеса уволили из команды Husqvarna. С чем мы, собственно, его и поздравляем. Он долго шел к этой идее, потому что был самым неулыбчивым, самым медиа отсутствующим гонщиком и человеком, который вообще как-то мало-мало совсем был вовлечен. Он, знаете, такой был возрастной мужичок, который терся в команде Husqvarna среди звезд. Вроде как раньше он что-то там выигрывал, ну, не что-то, а много чего выигрывал. Но вот выпал из этой всей истории. И, конечно же, с ним поступили точно так же, как и с Волкером. Взяли и уволили. Уволили быстро, как обычно, резко, и он просто сообщил об этом в соцсетях. Ну, говорят, что даже ходят слухи, что компания Avantis ведет переговоры по поводу Гомеса. Идем к следующей новости. Моя любимая компания Beta анонсировала новый мотоцикл под названием Beta 300 RX для кантри-кросса. Добавили туда много чего интересного, но до нас она, как обычно, не доедет. Помните вот ту самую версию TX, если я не ошибаюсь, поправьте меня, кросс-кантрийная версия Husqvarna и прочее. Вот здесь что-то было подобное сделано, и в Америке, кстати, это очень популярно. В Америке вообще популярнее гораздо история с кантри-кроссом, чем, например, у нас. И хард-эндуро, оно такое, знаете, немножко в стороне. Но америкосы у них вечно как-то все на своей волне. К следующей новости. Вообще, честно говоря, компания Elite относились всегда как к довольно сомнительному бренду, но в последние годы он фактически завоевал наше доверие, потому что начал выпускать очень качественную, а главное интересную и такую трендовую продукцию. И в конце 2022 года они выпустили новую линейку одежды. Поэтому для модников и модниц не забывайте посмотреть новую линейку одежды от компании Elite. Компании КТМ не сидят на месте и придумывают всегда что-то интересное. Так вот, новую 350-очку еще в октябре показали, а мы как-то вот случайно ее промотали. Ну, правильно, потому что она была сделана для Северной Америки специально под легендарную гонку под названием Iron Man.
Мотоцикл фактически такой же, как 350-очка, но с другой прошивкой, с титановым глушителем. Много чего изменили, там сиденья, колеса, там 5-10. Продается, собственно, конечно же, не в России и никогда не будет здесь продаваться, а только в Северной Америке, и был сделан специально для Северной Америки. Вот этот последний тренд, когда делают мотоциклы тройного, двойного, пятерного назначения, идет уже давным-давно. И вот компания Husqvarna, ничем не отличающаяся, в общем-то, от Святой Троицы, тоже решила выйти на дорогу. Да, у них уже были концептуально мотоциклы, что касается дорожной техники, но вот в этот раз они зашли довольно далеко, что касается эндуро. Они выпустили мотоцикл под названием Norden 901. Мотик очень красивый. Впервые они показали его в 2019 году. Кстати, на той самой ИКМе. И он тогда концептуально привлек очень много всяких разговоров, и интереса к этому мотоциклу было огромное количество. И вот с ноября 2021 года они решили продавать этот мотоцикл. В общем-то, ребята, мотик действительно достойный. Если бы мне хотелось ездить на адвенчер, я бы, наверное, выбирал бы между ГСом и вот этим Norden. Уж больно он харизматичен, обязательно его посмотри. Это есть на что обратить внимание. Новость, которая всех ошеломила на прошлой неделе, это фильм про Эльбрус. Который выпустили ребята из Буйный Есть. Фильм посмотрели, очень понравился, вам тоже рекомендуем. Обязательно зайдите к ним на канал, на DRC-шный, и посмотрите, что там у них за фильм, и как они на сноубайках штурмовали Эльбрус. Зашли, не зашли, потом расскажете мне. В ближайшее время нас всех ждет небольшая революция, что касается хард-эндуро. Дело в том, что вот оно уже в Москве. Новый мотоцикл китайского производства, полностью скопированный двигателем от КТМ 2017 года. О, какое количество огромное нам прилетело всякая информация по нему. И мы вроде как его разобрали, и в ближайшее время будем его собирать. И вместе с вами и с инженерами смотреть, что там изменилось, что стало лучше, что хуже. Но на первый взгляд, ребяточки, лизнули прям под картинку. И я вам должен сказать, что это очень круто. Это даст развитие в принципе. Потому что этот мотоцикл встанет, знаете, в такое интересное место. Вот когда вы вроде как уже попробовали китайский мотопром и понимаете, как с ним общаться, что с ним делать дальше, и вам уже пора переходить на какую-нибудь бету или за бету, и вот посередине встанет этот мотик. Потому что когда вы переходите на бету, у вас стоит один выбор: либо бэушный КТМ, либо новая бета. А здесь появится еще почти как КТМ, но китайский. И вот здесь доля рынка все-таки на него переметнется.